мои дорогие! Как прошла ваша неделя? Я по вам соскучилась, подготовила для вас замечательный обзор на третью неделю. Для тех, кто к нам только присоединился, я вам расскажу, чем мы тут занимаемся. Мы занимаемся лунным похудением. И почему именно лунным похудением? Потому что именно Луна влияет на функционирование нашего организма по выводу жидкости и ненужных килограммчиков. И мы тут собрались, чтобы похудеть. С чем это связано? Так как правильно разработанное меню в определенные фазы лунного цикла может помочь нормализовать пищеварение и активировать метаболизм в организме. Тем самым мы очищаем его от шлаков и токсинов. Те, кто хочет похудеть без каких-то жестких длительных диет, присоединяйтесь. Welcome, как говорится. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочку я оставлю здесь в видео. И, конечно же, сегодня у меня для вас есть сюрприз. Моя талантливая подружка Ксюша, она приготовила на своем канале для вас видео с ежедневным меню на 7 дней третьей недели похудения. Так что вам не нужно будет думать, что приготовить. И так вы просто можете скопировать то, что она делает. Это очень простые рецепты из подручных каких-то продуктов, да, по моим рекомендациям. Это не какие-то супер-пупер изысканные блюда. Это очень вкусно, быстро и вам понравится. Конечно же, если мы будем устраивать ежемесячно определенные дни для разгрузки, то наш организм будет здоров, и мы вообще забудем о том, что существуют лишние килограммчики. Обычно масса тела набирается именно на растущую луну, так что прошлая неделя, скорее всего, не дала вам большого результата, такого, как дала предыдущая неделя. Лично у меня минус 900 грамм. Я считаю, для растущей луны это очень классный результат. И помните, я жду ваших результатов в личку или в комментариях, пишите, не стесняйтесь, потому что это очень здорово делиться результатами, потому что худеем вместе, мы команда. Кто еще не подписался на мой канал, вот здесь я вам ставлю ссылочку, или здесь. И, конечно, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пожалуйста, продолжайте с аффирмациями, помните, что аффирмации, они очень важны. Медитации, они также очень важны. Почему они важны? Вы сможете быстрее похудеть. Вы же знаете, что вода — это хранитель информации. А что такое жировая клетка? Это оболочка с водой внутри. И таким самым образом, отпуская какие-то обиды, страхи, накопленные агрессию, да, может быть, на какого-то человека или за какой-то ситуации, когда вы медитируете, вы отпускаете эти обиды, тем самым вы отпускаете и воду с этих жировых клеток, тем самым вы худеете быстрее, отпускаете килограммы лишние. Итак, сегодня 23 ноября 2018 года, у нас полнолуние, да, так же, как и вчера. И в полнолуние, конечно же, старайтесь отдавать предпочтение овощам, кашам на воде, кисломолочным продуктам и разного рода чаям, то есть зеленый и травяной чай. Вообще отвары какие-то напитков, они будут очень способствовать похудению. Так, затем с послезавтра у нас идет уже убывающая луна, и на убывающую луну питание должно быть шестиразовым. И на этой неделе, да, третья неделя похудения, мы подключаем 3 на 3, 2 упражнения. Первое — это планка. 3 минуты в день, каждый день делайте планку. И 3 минуты вакуум живота. То есть научитесь, посмотрите в интернете, есть очень много роликов, как этому научиться, поэтому я не буду вам это рассказывать, показывать сейчас. Значит, это очень важно. Именно в эту неделю эти 2 упражнения максимально помогут скинуть лишний вес. Итак, мои дорогие, а теперь рекомендации на эту неделю, на третью неделю похудения. 23 ноября 2018 года у нас это получается 15 и 16 лунный день. Луна будет в Тельце, она в таком положении набирает максимальную силу. Мы, астрологи, говорим в экзальтации. Значит, что это значит? Вам нужно запастись терпением, потому что эмоции просто будут кипеть, бурлить. Старайтесь себя успокаивать, держать в руках. Не давайте людям себя вывести из равновесия. То есть прилагайте максимум усилий. Этот день очень важен, потому что это день змея-искусителя, то есть
Возможно, вы захотите даже бросить эту идею, чтобы похудеть. Нет, вы должны держаться. Просто это такой день, и вам нужно его пройти. С завтрашнего дня все будет по-новому. В такой день никогда ничего глобального не планируйте, потому что новые начинания не рекомендуются. И еще очень важно, 15-й лунный день очень важно провести так, как вы хотите, чтобы у вас прошел следующий месяц. Вы знаете, даже не только следующий месяц, вообще каждый 15-й лунный день каждого лунного цикла очень важно его проводить так, как вы вообще хотите проводить свою жизнь. То есть старайтесь не лениться, старайтесь себя не поощрять. Идите вперед, ставьте новые цели. Максимально проведите день так, как бы вы хотели, чтобы проходила ваша жизнь. Потому что это отпечатывается в матрице, да, и потом это будет просто повторяться, повторяться и повторяться. По поводу еды на сегодня. Сегодня может вас тянуть на какие-то калорийные вещи, не ведитесь на это. Я вам советую ягоды. Все калина, рябина, черника, добавляйте их в любые блюда. Каши, например, или делайте из них соусы. Сегодня желательно кушать рыбку на гриле, на пару или в духовке, как вам удобно, и овощи на пару или тушеные овощи. Пища скорее должна быть естественной обработки, никаких консервантов. Что касается спорта на сегодня, я вам очень советую, вы будете ощущать большой прилив сил и упорства, и именно сегодня это подойдет для приближения к желаемой фигуре. Я на сегодня рекомендую работать над прессом и передняя часть тела, а также упражнения таза. Старайтесь не перенапрягать шею. Аффирмации на сегодня: я совершенно сыта, сдержана и спокойна. 24 ноября 2018 года у нас Луна в Тельце, и этот день суббота. Сегодня очень хороший, благоприятный день. Когда идет убывающая Луна, очень важно, да, сегодня убывающая Луна получается, очень важно стараться соблюдать. Почему? Потому что на убывающую Луну вы за одну неделю можете скинуть от 3 до 7 килограмм. Это очень-очень круто. Так что старайтесь, держите себя в руках. Ради этой недели вам стоило, так сказать, ждать, да, ради этой недели может воплотиться ваш месячный план сбрасывания веса именно в 3-ю неделю. Что по поводу еды на сегодня? Так, до 12 часов пост, просто на водичке. После этого старайтесь не переедать, кушайте печеные овощи, буряк, капусту, морковку. Очень здорово сегодня. Любые бобовые, нежирные супы, куриную грудку можно и каши на воде. Как вы помните, и не забывайте пить водичку. Именно в полнолуние, те 2 дня, мы не пьем много воды, то есть максимум это 1,5 литра, если мы будем считать абсолютно все жидкости, да, то, что мы пьем. Суббота — это уже убывающая Луна, и мы, как обычно, пьем уже много воды. Что по поводу спорта? Это йога, прогулки, плавание, может быть, и, конечно же, отдых. Отдых с семьей на сегодня — это ваше расслабление. 25 ноября Луна будет в Близнецах, очень подвижный день. Луна будет под влиянием Марса. Старайтесь не кушать сегодня какие-то тяжелые продукты. Все, что касается еды на сегодня, предпочтение тем блюдам, которые дают ощущение наполненности в желудке, но не отяжеляют его. То есть это может быть куриное филе, салаты. Старайтесь кушать побольше зелени. Смузи тоже подойдут. Очень советую на сегодня также употребление орехов, миндаль, грецкий орех, кедровых орешков, можно немного, арахис и фундук. И кроме того, сегодня очень полезны травяные чаечки с добавлением корицы и куркумы. И не забываем пить воду. Что касается спорта, на сегодня очень здорово бедра и ноги тренировать, то есть выпады, например, приседания какие-то. Если вы хотите нарастить мышечную массу на бедра и ягодицы, то делайте, конечно, усилия на это. Если вы хотите похудеть, избавиться от лишних сантиметров в объемах именно там, то вам, конечно, нужен общий подход. Подключите также кардио. Ходьба или велосипед тоже здорово подойдут. На сегодня аффирмация: я формирую свое тело. 26 ноября 2018 год. Итак, Луна у нас в Близнецах, в жестком созвездии. И сегодня
я бы вам посоветовала сделать чистку на жидкостях, например, так как это понедельник, то есть молочные продукты, например, на кефире. И из еды, кто не может сделать такую чистку, я бы вам посоветовала какие-то простое питание, фрукты округлой формы, то есть это может быть капуста, помидоры, свекла, яблоки, картофель тот же самый, из фруктов апельсины, мандарины, персики, яблоки. Так, и курица, и говядина, и каша на гарнир. Не забывайте пить воду. Все, что касается спорта на сегодня, точно так же, как и вчера, для наращивания мышечной массы приседаем, делаем выпады, ноги, ягодицы у нас работают, и для общего похудения подключайте также кардио. Сегодня не стоит подключать руки, плечи, так как они очень уязвимы. И аффирмация на сегодня: я добиваюсь всего, чего захочу. 27 ноября Луна будет в Раке, и она будет поражена одним вредителем, то есть день, в принципе, неплохой, но может быть много фобий, много страхов и неуравновешенность состояния психического. Старайтесь это контролировать, как говорится, предупрежден, вооружен. Что по поводу еды на сегодня? Я вам очень советую избегать жирного и сладкого, и сегодня вы можете смело попробовать какие-то экзотические кухни, какие-то новые блюда, но при одном условии: в них не должно быть мяса птицы. То есть, допустим, телятина или говядина, это подойдет. Старайтесь приготовить какие-то достаточно простые блюда с содержанием фасоли, зелени, брокколи, допустим, авокадо, диетические хлебцы, грейпфрутовый смузи на сегодня очень вам советую. На сегодня, что по поводу спорта, я вам советую какие-то легкие, такие как фитнес, пилатес, йога, никаких сильных нагрузок, так как сегодня очень травмоопасный день. Советую исключить на сегодня тренировку живота, плеч и тренировку груди. Давайте больше нагрузку на спину. И не забываем пить воду, конечно же. Аффирмация на сегодня: я счастлива, моя фигура идеальна. 28 ноября Луна у нас находится в Раке с тем же самым вредителем. День неблагоприятный, травмоопасный, будьте аккуратны. Все, что советы мои на сегодня по еде, это старайтесь употреблять сегодня чем больше витаминов, насытить свой организм. Всякие смузи, может быть, с зеленью, овощные смузи, фруктовые смузи, вообще листиков зелени старайтесь побольше кушать. И питание должно быть достаточно калорийным, чтобы поддержать организм, так как это очень активное время, требует от вас больших энергетических затрат. Оставаться сегодня в тонусе вам помогут морковка, свекла, рябина и соки из них. Из белков бобы и телятина на сегодня, а также овощи. Что касается спорта, так же, как и вчера, день травмоопасный, занимайтесь йогой, ходьбой, то есть даже не бегом, фитнесом легким, и нагрузка идет на спину. И аффирмации на сегодня: я стройнею с каждым днем. 29 ноября Луна у нас уже во Льве, в созвездии очень таком жестком. Я на сегодня вам советую кушать очень много бобовых. Они вам дадут много сил, например, там рис с горохом или с чечевицей. Вообще разнообразие бобовых вам даст разнообразие белков. Они вам дают силу и не дают жир, конечно же. Также овощные салаты, тушеные овощи, баклажан, например, сегодня очень здорово. Запеканки тоже сегодня подойдут. То есть еда должна быть более сытной, но не тяжелой, да. В качестве сладкого на сегодня я вам советую пряную цельнозерновую кашу на молоке или какой-то молочный коктейль, не жирный. Спорт на сегодня очень интенсивно. Старайтесь включать нагрузку с преодолением, делайте силовые такие жесткие тренировки, тренируйте ноги, особенно икры. Можно заняться сегодня так же, как йогой, ходьбой, плаванием. Сегодня тоже советую вам сделать массаж. Очень здорово будет для выведения шлаков. Для ускорения метаболизма вообще в ближайшую неделю имеет смысл пользоваться разогревающими гелями для душа и всякими кремами. Наносите их и одевайте такие штаны, как сауна. В третью неделю мы работаем по максимуму, и эффект будет просто потрясающий. И аффирмация на сегодня: я счастлива, я обретаю стройность.
Вот и все на этой неделе. Я вам благодарна, что вы были со мной, смотрели это видео. Жду ваших комментариев. Может быть, у вас есть новые идеи для видео. Пишите мне, я с удовольствием буду снимать, потому что мне очень важно снимать что-то, что будет вам интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, я буду знать, что вам это нравится, и я буду понимать, что я на правильном пути. Я вам желаю хорошей недели, скорейшего похудения, добивайтесь своих целей, идите всегда вперед. Увидимся через неделю. Люблю вас, целую, хорошей недели.